Местная валюта – бахрейнский динар. Я думал, что это просто дорога в Ладак. Но все началось раньше. Пересадка в Бахрейне, ночной Дели, Пахарганж без прикрас и автобус в Манали. Впереди Гималаи, Лех и Занскар. Это первая серия большой дороги в другую Индию. Будет автобус Lakshmi Holidays, может быть. В 7 часов утра должны прибыть на место. Я еду через Индию к Гималаям. От шумного Дели и дорог Манали к Ладакху, древним монастырям и далекому Занскару. Это путь в другую Индию. Возвращение в Шамбалу. Итак, началась моя новая захватывающая поездка. В новом формате моих видео я попытаюсь передать подробнейшим образом все мои приключения. Сначала был замечательный 6-часовой перелет из Франкфурта в Бахрейн, город Манама. В аэропорту на паспортном контроле для того, чтобы посмотреть новую страну, была куплена самая дешевая въездная виза за $15. Замечательные автобусики в Бахрейне с интернетом, чистенькие. Стоит проезд до аэропорта 300 филсов. Местная валюта, бахрейнский динар, составляет 1000 филсов. 1 динар равен 2,5 евро. Для отдыха между полетами на Booking.com был забронирован отель Imperial Suites. Так, осваиваем новый отельчик. Вау, какая ванная! Здоровая! Здоровые комнаты. В общем, повезло. Потому что рецензии были какие-то прям совсем не очень красивые. Но цена красивая, кстати. Цена аж 56 евро. Вот такая заброшка. На самом деле не заброшка, а всего лишь крыша отеля, с которой я с утра пораньше решил поснимать виды. Мы находимся в Бахрейне. Жара 40 градусов сегодня. Я стал потным просто через секунду, вышел, выйти из отеля. Да, жарко очень. Нам тоже жарко. Ты не думай. В первый же день прикупил. Потому что по глупости вышел на трансферную ночевку в кроссовках теплых. И пришлось зайти в магаз и за каких-то там 9 евро купить прекрасные индийские, наверное, даже кожаные сандали. Что за черные флаги? Без понятия, надо спросить у кого-то. Черный цвет – это цвет флага пророка Мухаммеда и праведного халифата.
манго. Бахрейн моя любимая страна. Здесь потрясающие люди, спокойные, сдержанные, честные. Вкусная еда, очень хорошо. Такой простой завтрак, омлет, типа пиццы, внутри сыр, шпинат, сок манго и лепешки какие-то. Вот, ничего особенного. Очень интересная система подачи напитков в этом ресторане. Они все запаивают в такой стакан и соломку вставляют. Наверное, от мух или еще от чего, не знаю. Такой комплимент от хозяина. Свежепожаренные, что это, кэшью орешки. Вообще в Манаме я уже второй раз. Первый раз я летал в Ченнай зимой, также Gulf Air. И они мне предоставили бесплатно ночевку вот в этом отеле Golden Tulip. И виза, конечно, тоже была оплачена компанией. Это импозантное здание – Всемирный торговый центр Бахрейна. На первом этаже располагается крутой магазин с бутиками. Мы находимся на пляже Персидского залива в городе Манама, Бахрейн. Обычный публичный пляж, бесплатный. Лето, август. Температура воздуха 40 градусов. Температура моря 37. Фантастическое ощущение, когда в море находишься. Как в термах каких-нибудь. Выходишь из моря, тебя обвивает прохладный ветерок, потому что море очень теплое, горячее. Чистейшая вода. Сюда идет автобус X3 из автобусной станции за 300 филсов. 40 минут идет. Немножко пройтись потом надо от остановки, метров 900. Природа похожа чем-то на Испанию. Пальмы, белые домики. Но мы в исламской стране. Еда в Бахрейне демократичная. Можно найти подороже ресторан с красивым оформлением. Можно просто найти дхабу, как в Индии, и поесть за пару долларов буквально. Очень вкусный плов. Ну и индийские всякие вещи. Это самая такая простая местная забегаловка. Вот супчик, насколько я вижу, это где-то 45 центов, что ли. Или 50 центов. 50 центов, наверное, 50 евроцентов. Замечательное место для импровизированного такого отдыха. Это многоквартирные жилые небоскребы. Находятся в так называемом финансовом порту Бахрейна. Повсюду висят портреты короля Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа. И сейчас мы заходим в знаменитый рынок Манамы Баб аль-Бахрейн, самое туристическое место, где можно найти абсолютно все.
Особой популярностью и спросом здесь пользуются ароматические масла и духи. Бахрейн – мусульманская страна, изобилует бесчисленными религиозными праздниками и событиями. В честь таких событий обычно община или мечеть выставляет на улицу еду и напитки для того, чтобы каждый желающий мог приобщиться и порадоваться вместе со всеми. Так что голодными вы здесь не останетесь. رقم 50 حياك ايها النصار ابو مريم ابو احمد 50 حياك حبيبي عشان تسلم جائزه الجيب بلاش يعني يا الله تفضل ابو مريم تقدم هذا على جيب 68 الله يحفظك 68 اسحب غيره حياك تفضل عزيزي Это совершенно ненормально. Вот столько народу находится в главном зале Departure Hall в бахрейнском аэропорту в Манаме. Чисто, никого нету, богато. Звучит расслабляющая джазовая музыка. Это вообще лучший аэропорт в моей жизни. Едем в метро. И, конечно же, не обошлось без развода. На контроле багажа в метро отняли нож. Как можно? Маленький ножичек, который я точу карандаши и колбаску. Зачем он понадобился? Вот этот мой любимый переходик на Пахарганж. Все на месте. Народ на месте, индусы на месте, разводилы тоже на месте. Первое, что я услышал, это метро закрыто. Второе, что я услышал, предъявляй билет, чтобы войти на вокзал. Ну, короче, все как обычно. Здравствуйте, вот и приехали мы. Че, классненький отельчик. Называется отель 55. В 5 минутах от вокзала. В букинге что-то там ругают многие. Но он вполне себе соответствует гордому названию отеля на Мейн-базаре. Такой вот небольшой репортажик стандартного
дешевского отеля. Окей, завтра квест добраться до вокзала автобусного и поехать в Манали. Отель называется Отель 55, а Сингх это соседний отель. Кстати, тоже там ночевал когда-то, тоже симпатичный отель, но он более дорогой. И вот они, первые шаги по Индии. И это всегда дикий культурный шок. От картинки перед глазами, от этих странных звуков, от запахов, которые тебя окружают. Это прогулка внутри района Пахарганж, возле знаменитой улицы Мейн-Базар. Чтобы увидеть настоящую индийскую экзотику, не нужно далеко уезжать из Дели. Вышел из отеля, завернул в улочку, и вот она, Индия, во всей своей красе. В принципе, Дели хоть и трэшовый, но очень яркий город. И, наверное, стоит там походить, погулять дня 3, чтобы посмотреть и аутентичную жизнь, и восточные красоты, замечательные релакс-парки. Это все время звучат мантры из маленького храма. Мужчина собирает подношения богам из лепестков растений и цветов. Ну вот, как всегда, в Дели не обошлось без развода. Автобус отменили утренний в Манали, пришлось покупать вечерний. Ну вот, а пока ждем автобус, вещи закинули в такой замечательный каморочный отель за 600 рупий. И, кстати, не так плохо. Искали буквально 5 минут. Ночевать здесь не будем. Через 6 часов отсюда свалим. Мне очень понравилось, как крепят этот вентилятор к потолку. Хорошо, что на ночь не остаемся. А еще вот очень клевый Indian Style сантехники. В принципе, что, работает. Вода идет. Кажется. Вот это замечательный отель. В ожидании вечернего автобуса мы решили прогуляться по некоторым достопримечательностям города Дели. Сады Лоди. Это одно из тех мест, которые, я считаю, нужно обязательно посетить, если вы приехали в Дели. Красочный райский остров тишины и спокойствия посреди трэшового города.
В самом центре парка находятся гробницы и мавзолеи, которые были построены в 15 веке правящей в то время афганской династией Лоди. С 13 по 16 век Северная Индия была под правлением мусульман и называлась Делийским султанатом. Гробницы и мавзолеи были богато украшены камнями и росписью. Август в Индии – это еще время муссонов, поэтому в Дели иногда идут дожди. В 3 километрах от садов Лоди находится еще одно интересное место – парк-гробница Хумаюна. Ближайшая ко входу гробница – это мавзолей Иса хана, который был сооружен в 1547 году. Гробница Хумаюна – это большой комплекс, состоящий из нескольких строений, окружен садом. Он был построен в 1565 году. Насриддин Мухаммед Хумаюн управлял империей великих моголов с 1530 до 1556 года. Эта империя располагалась на территории сегодняшнего Пакистана, Афганистана и северной части Индии. Через западные ворота мы попадаем непосредственно к гробнице Гамаюна. Это симметричное сооружение 47 метров в высоту в персидском стиле. Гробница Хумаюна – прекрасный пример могольской архитектуры. Она считается прообразом Тадж-Махала.
Вот прекрасный ресторан с супер видом. Ну вот, как обычно, мы посещаем наше любимое кафе «Бистро 55» на Мейн-базаре. Здесь вкусно и недорого. Рекомендую. С этими автобусами это, конечно, квест тот еще. Вот здесь будет автобус Lakshmi Holidays, может быть. А может быть нет, это никто не знает. На котором мы поедем в Манали. Это знаменитая автобусная остановка Кашмири Гейт. Фу, наконец-то сели. 6-часовой автобус в Манали. Довольно комфортно, действительно полуслипер, полулежачий. Не знаю, можно ли здесь спать, но отдохнуть после трэшового дня в чудо-городе Дели можно. В 7 часов утра должны прибыть на место.